Гром среди ясного неба. Сборная России по фигурному катанию не взяла лидера на Олимпиаду за несколько дней до начала. У Михаила Коляды нашли вирус в самый неподходящий момент в карьере. Олимпийский комитет России опубликовал заявку из 212 олимпийцев, которые точно поедут на игры в Пекине. Внимание сразу привлек список в фигурном катании. В нем не значилось имя Михаила Коляды, вице-чемпиона России, единственного российского участника финала Гран-при и лучшего российского одиночника по сумме последних лет 10. Ни одного большого титула в карьере он так и не взял, ограничившись бронзой чемпионата мира 2018, но по потенциалу был одним из немногих, кто мог бы зацепиться за бронзу в личном составе, а также выступить в командном турнире. Вирус нанес первый удар по олимпийской сборной России. Вместо Михаила в списке числился первый запасной Евгений Семененко, также подопечный Алексея Мишина. Сам Алексей Николаевич не стал уточнять причин, но подтвердил, что дело не в опечатках или ошибках. Прерогатива и право выбора состава принадлежит Федерации и Олимпийскому комитету России. Это все, что я могу сказать. Объяснение Мишина выглядело скорее как призыв: а ты спроси у них, чего не взяли. Закралась мысль, что Коляду просто оставили дома, как говорится, по утрате доверия. Перед чемпионатом Европы поступила информация о том, что Михаил получил небольшую травму стопы и из-за этого пропустит турнир. Возможно, не успел восстановиться. Все оказалось прозаичнее. Объяснение пришло от Федерации. В составе Олимпийской сборной России по фигурному катанию произошла замена. Михаила Коляду заменит Евгений Семененко. Несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал себя неважно. Все это время фигурист не тренировался и не катался вместе со своей группой. Перед вылетом на сбор в Красноярск Михаил Коляда сдал тест, результат которого положительный. Коляда, по информации, даже не успел вылететь в Красноярск и поучаствовать в сборах национальной команды. И слава богу. Напомним, в эти же дни проходило первенство России среди юниоров, и его не смог посетить талантливый фигурист Мишина Глеб Лутфуллин. Причин не называлось, но теперь можно предположить, что группу Мишина атаковала корона. В связи с этим крайне важно, чтобы она не добралась до Евгения Семененко, который представляет ту же группу. Следующий запасной, если брать результаты чемпионата России, Петр Гуменник. Кажется, теперь у него появились шансы на Олимпиаду. Семененко, конечно, фигурист менее именитый, чем Коляда, его средний балл примерно на 15 пунктов ниже, чем у Коляды, около 256 баллов против 270. Но он стабильный, мало падает, имеет сложный контент, то есть при показе максимума способен на высокий результат, и главное, молодой, то есть имеет перспективы на будущее. С учетом положения в мужском одиночном катании Россия вряд ли претендует на медаль в личном турнире, так что большой трагедии именно для сборной нет. Коляда так и останется нереализованным спортсменом. Но произошедший шок для мира фигурного катания и лично для 26-летнего петербуржца. Коляда перешел к лучшему тренеру одиночников в стране Алексею Мишину. По количеству наград. 2 года назад в попытке реанимировать и перезапустить свою карьеру. Прокат Коляды в олимпийском командном турнире Пхёнчхана, из-за которых Россия потеряла золотую медаль. Та Олимпиада стала для фигуриста личной трагедией. После этого Коляда заметно закрылся, ушел в дела семейные, мало говорил с журналистами, а если говорил, то временами очень жестко. Но, наверное, это было объяснимо, обида из-за постпхенчханского разбора полетов была слишком сильна. Тем не менее, после долгого синусита он вернулся, стал чемпионом России в декабре 2020 года, неплохо провел чемпионат мира 2020, став пятым. Илья Авербух поставил одну из лучших за последние годы программ «Белый ворон» по мотивам выступлений танцовщика Нуреева. И даже чемпион России 2021 Марк Кондратюк на пресс-конференции после победы сказал, что лидером сборной остается именно Михаил. По сути, весь проект Федерации Коляда, Мишин, под который очень щедро раздавали оценки и создавали условия,
закрылся из-за одного теста. Непонятно, могли ли этот тест скрыть, попытаться выждать и тому подобное. Не сомневаюсь, что вариант такой был. В конце концов, бывают ложноположительные тесты, и один позитивный анализ не может сразу ставить крест на карьере. В конце концов, он мог пропустить командный турнир, а до личного как раз еще 2 недели. Но, видимо, Михаил либо серьезно болеет, либо просто устал бороться и смирился с судьбой. И сегодняшняя новость с сайта Федерации в 3 строках символизирует всю карьеру Калиды. Долго быть главной олимпийской надеждой, не оправдывать авансы, но при этом быть любимым аудиторией. Его не только любили за артистизм, но и жалели. Поводов жалеть отныне еще больше. Хотя, скажем честно, он не был фаворитом в борьбе за место в команднике и вряд ли добился бы сверхуспехов в личном турнире. Теперь главный вопрос. Будут ли за него болеть дальше? Вернее, будет ли за кого болеть, или Калида ограничится поездкой на чемпионат мира 2022 года и уйдет из спорта так и нереализованным человеком? Возможно, самым нереализованным в нашем мужском фигурном катании во всей современной истории. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на замену в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. Вместо Михаила Калиды на игры в основной заявке поедет Евгений Семененко. Как сообщает Федерация фигурного катания России, Калида сдал положительный тест на вирус. Калида заболел. Хорошо, что у нас есть кем заменить. Никто ничего не потерял, в этом году Миша не блещет, сказала Тарасова. Хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал замену в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. В первую очередь это очень большой удар по самому Мише, сказал Авербух. Бесконечно поддерживаю Калиду, потому что это самый главный старт в карьере любого спортсмена. Ему уже 26, поэтому объективно больше Олимпиады у него не будет. Очень жаль. Впереди чемпионат мира. Мы будем поддерживать его там. Тем не менее, команда у нас очень сильная. Также Авербух отметил, что включение в состав может окрылить Семененко. Евгений Семененко тоже показывал очень хорошие результаты. Такое бывает. Датчане тоже выигрывали чемпионат Европы, когда они были запасными. Возможно, это окрылит Семененко и придаст ему сил. Все мальчики у нас примерно одного уровня. Поэтому с точки зрения сборной это не настолько потеря, сколько потеря для Миши, который мог бороться даже в командных соревнованиях за олимпийскую пятерку. Это тоже очень почетно, добавил Авербух.